Ребятки, всем привет, меня зовут Никита, и пару минут назад вышел трейлер к новой части Poppy Playtime. Мы его обязательно сейчас посмотрим сначала, потом попробуем немножечко разобрать некоторые моменты интересные. Обязательно ставим лайки, подписываемся на канал, поехали! Я, как и многие из вас, подумали сначала, что это Кисси-Мисси. Terrible things have happened. Where do I even begin? You are perfect. Too perfect to lose. You're in grave danger. She's watching your every move. So you better be careful. Mommy doesn't like guests. A new playmate! It's been so long. Я просто в восторге от трейлера. Давайте немножечко его разберем. Итак, что мы видим на этом кадре? Во-первых, это Хаги-Ваги, но, насколько я понял, судя по плитке на полу, это уменьшенная его версия. Либо просто игрушка, либо это паучиха может уменьшать других монстров. Теоретически, возможно, это так. Первый раз, когда я просматривал трейлер, я действительно подумал, блин, ну нифига себе, реально, они сделали Кисси-Мисси. Но меня смутило сразу же то, что здесь 5 пальцев на руке. У Кисси-Мисси должна быть лапа примерно такая же, как у Хаги-Ваги. К сожалению, разрабы не захотели вносить Кисси-Мисси в эту часть. Возможно, в какой-нибудь следующей части она появится. Мы очень все надеемся, потому что мы все, конечно же, уже привыкли к Кисси-Мисси, и она уже как будто есть, хотя ее еще и ни разу не было. Данная локация, она очень интересная на самом деле, потому что когда я увидел этот поезд изначально, я сразу же вспомнил тот поезд, который нам говорил про ключ в комнату с нашим грабпаком. Но я так понимаю, это какой-то очередной эксперимент нашего этого создателя. Возможно, такой же эксперимент, как эксперимент 1006. Возможно, этот поезд живой. Помните, у нас была живая машина, которая игрушки создавала? Она глазами шевелила там. Возможно, это поезд такой же. Но возможно и нет. Мы просто разбираем этот трейлер новый. Видим часики, видим какие-то спуски вниз. Вообще похоже на какой-то типа купол цирка или что-то такое. Но что я точно знаю, здесь будет интересно. Смотрим следующий момент. Смотрите, во-первых, как мне кажется, графику они улучшили прям кардинально. И это немного фигово, потому что и тут графику еле-еле комп вывозил. Они завезли еще более новую графику, но внизу, я не знаю, нет, вам, наверное, не будет видно, внизу есть надпись «All footage is work in progress». То есть эти футажи, они еще в процессе создания. То есть, возможно, графику они наоборот немного сократят. Но если будет такая графика, это будет бомба. И, обратите внимание, здесь у нас красная рука. Справа у грабпака красная рука. Слева синяя, справа красная. Запомнили? Мы слышим, что закадровый голос говорит «ты совершенен». И не совсем понятно, то ли это говорит эта паучиха, то ли это говорит сама Поппи, потому что мы помним, что закадровый голос в первых частях, по-моему, это должна была быть Поппи. Сейчас, возможно, это говорит паучиха. Ты совершенен. Кто ты? Мы как игрок-персонаж? Или же она говорит вообще про какую-то новую игрушку или еще про что-то? Или она говорит про Хаги-Ваги? Нам это еще предстоит узнать с вами. Ну и лучи здесь, конечно, вообще замечательные. И на этом кадре руки красной уже нет. И мы берем с вами зеленую руку. Это типа, то ли мы ее потеряем, то ли это будет апгрейд нашей руки. Выглядит очень интересно. Так, смотрите, что хочу сказать по поводу этого момента. Насколько мы помним, в первой части мы могли нашими руками захватывать некоторые предметы и притягивать к себе. Но целиком себя мы не могли поднимать на этой руке, да, как Человеки-пауки, мы с вами не могли перемещаться, да, по помещениям. А здесь мы можем. То есть мы сейчас по лестнице летим вверх, притягивая рукой себя, значит, к потолку. Интересно.
Мы видим, что наша паучиха забирает игрушку Хаги-Ваги, либо это Хаги-Ваги в уменьшенной версии. И мне эта паучиха, честно говоря, напомнила из суперсемейки. Помните маму, которая гипер могла растягиваться? Вот это мамы из суперсемейки. Также хочу обратить ваше внимание сейчас вот на этот фрагмент. Наша зеленая рука, у нее есть суперспособность. Мы можем забирать энергию из выключателя и переносить ее, смотрите, в другой выключатель. Это, знаете, немного похоже на то, как мы в первой части запускали электричество, когда еще Хаги-Ваги убегал. Но здесь мы можем это электричество прям держать в руке. Вот на этом моменте, посмотрите, у нас появился цветок, и появилась вот такая вот фиговина. Она лежит еще и вот здесь. Это, возможно, тоже будущие персонажи вселенной Poppy Playtime. Потому что, как мы знаем, все игрушки, которые на данный момент мы с вами видели в Poppy Playtime, это реальные, вполне себе персонажи, полноценные уже стали. И скорее всего, хотя, возможно, разрабы пойдут немного по другому пути и вообще никого нам не покажут из тех, кого мы видели, там ни Кисси Мисси, ни Кэнди Кэта, никого не будет. Будут какие-то все время новые персонажи. То есть, возможно, что вот это новые персонажи, будущие, либо действующие в этой серии, в этой части, во второй. И посмотрите вот туда. Это у нас специальные такие люки, в котором в одном из них прятался у нас Хаги-Ваги, помните? Он еще закрылся, этот люк. Только мордашка его вот здесь вот торчала. Вот по этому помещению мы 100% будем от кого-то убегать. Вот гарантирую вам. Потому что смотрите следующий кадр. Мы поворачиваемся и видим какую-то шляпу в виде гусеницы фиолетовой, которая за нами охотится. Возможно, у нас в этой части будет не один враг в виде этой паучихи. Возможно, их будет несколько, что скорее всего и будет, потому что дальше мы кое-что еще с вами увидим. У нас будет фиолетовая гусеница, ребята. Смотрим следующий момент. У нас выглядывает из какого-то отверстия желтый Хаги-Ваги. Как бы мы все раньше не смеялись над разноцветными Хаги-Ваги, они реально, будут во второй части. Разноцветные Хаги-Ваги. Вот здесь у нас желтый, смотрим дальше. Вот здесь у нас красный Хаги-Ваги. Здесь еще один желтый или какой-то другой цвет, не совсем ясно. Я вообще думаю, знаете, над чем? Как бы не обернулось так, что, может быть, Хаги-Ваги нас вообще спасти хотел. Хотя, если бы он нас хотел спасти, он бы нас не сжирал, правильно? Да, он нас не хотел спасти. И вот на этом фрагменте мы видим нового персонажа. Я не знаю, как ее назвать, никто пока что не знает ее названия точного, но выглядит она просто чудесно, она очень классно выглядит. Розовая паучиха-мамка, как-то так, наверное, ее примерно будут называть. Выглядит она абсолютно не крипово, хотя Хаги-Ваги, пока нам вот так рукой махал, он тоже выглядел вполне себе мило. Но когда он сжирал нас, это было такое себе. Возможно, когда она нас будет сжирать, будет тоже такой себе видок. Глава 2. Летай в паутине. Дорогие друзья, если у вас есть какие-то свои теории, если есть какие-то фрагменты, которые я не заметил, а вы заметили, пишите обязательно в комментариях. Конечно же, ставьте лайки. Это был такой поверхностный разбор. Трейлер получился просто бомбический, просто пушечный. Ждем с нетерпением, пока неизвестно, как называется новый персонажик, пока неизвестно, когда выйдет вторая глава. Возможно, через несколько дней, возможно, в начале марта, возможно, в середине марта. В общем, ждем с нетерпением. Я надеюсь, она выйдет ничуть не хуже, чем первая часть. Хорошего вам настроения, всем удачи и всем пока-пока.